Приветствуем всех на нашем канале. Мы рады, что вы нашли время, чтобы присоединиться к нам сегодня. Мы ценим каждого нашего зрителя, и именно благодаря вам наш канал продолжает развиваться и расти. Сегодня мы вам подготовили для вас нечто особенное, и мы уверены, что это привлечет ваше внимание и заставит вас задуматься. В нашем сегодняшнем видео мы будем говорить о пророчествах, которые затрагивают будущее нашей страны, всего мира, а также каждого человека на нашей планете. Это действительно важная и захватывающая тема, которая, надеемся, не оставит вас равнодушными. В недавно проведенном интервью для одного телеканала знаменитый индийский астролог Аби Ананд поделился своими прогнозами о будущем России и Украины, а также о грядущих мировых событиях. Это интервью вызвало большой резонанс, так как Аби Ананд уже не раз демонстрировал поразительную точность своих предсказаний. Аби Ананд предсказал, что в течение ближайших 10 лет Киев станет частью России. Хотя на данный момент это трудно представить из-за текущего конфликта между двумя странами, но астролог уверен в своем предсказании. По его словам, историческая связь между народами России и Украины в конечном итоге приведет к их воссоединению. Ананд также отметил, что часть Украины будет отделена от исторических земель и присоединится к Западу. Эта территория пойдет по своему пути развития, который будет отличаться от курса основной части страны. Это разделение может привести к значительным изменениям в политическом ландшафте региона и мира в целом. Индийский астролог предсказал и мощный конфликт на Ближнем Востоке, упомянув Израиль и Палестину. Уже сейчас мы можем наблюдать начало этого противостояния, что подтверждает точность прогнозов Ананда. Он предупреждал об этом конфликте еще год назад, основываясь на астрологических расчетах и исторических циклах. Ананд отметил, что в апреле 2021 года начался Новый год по индийской астрологии. Обращаем ваше внимание, именно эта дата считается очень важной для того, чтобы вы понимали, какие сейчас события происходят и какие будут происходить в конце 2024-2025 года. И этот год начинался с Козерога, отвечающего за Сатурн. Влияние Сатурна и Марса создает напряженную комбинацию, что приводит к глобальным изменениям и нестабильности. И именно этот период продлился до 27 февраля 2022 года. Астролог предсказал, что этот период будет сопровождаться экономическим кризисом, который сильно ударит по простым людям. В то же время велика вероятность начала военных конфликтов, особенно в Европе или в Америке. Эти конфликты могут начаться между крупной и малой страной. По мнению Ананда, НАТО не примет Украину в свои ряды, а будет использовать ее для ослабления России. В конечном итоге основная страна-спонсор Украины начнет медленно отступать, осознав бесполезность своих усилий. Это приведет к серьезным последствиям для всей Европы и мира в целом. Ананд уверен, что конфликт между Россией и Украиной завершится к концу 2024 года. После этого начнется период небывалого подъема в России, что приведет к экономическому и политическому расцвету страны. Этот прогноз перекликается с предсказаниями других пророков и святых о будущем России. Астролог также предупредил о серьезных природных катаклизмах, которые затронут Канаду, Африку и Америку. Эти катастрофы будут связаны с водой и приведут к значительным изменениям на Земле. Однако Россия, по его словам, останется относительно безопасной от этих природных бедствий.
Анурадха Верма, известная индийская астролог, недавно также посетила Россию с важной миссией. Этот визит был особенно значим, так как целью было дополнить и расширить пророчества, сделанные ее коллегой и наставником, знаменитым астрологом Аби Анандом. Анурадха Верма является одной из ведущих фигур в области астрологии и духовных практик в Индии. Ее визит в Россию привлек внимание как общественности, так и профессионального сообщества. Она приехала, чтобы лично поделиться новыми откровениями и предсказаниями, которые касались будущего не только России, но и Украины, а также всего мира. Цель визита Анурадхи Верма в Россию была многогранной. Основная задача заключалась в том, чтобы лично передать новые прогнозы и пояснения к уже существующим предсказаниям Абу Ананда. Поскольку сам Аби Ананд в это время находился в паломнической поездке по святым местам силы, он не мог присутствовать лично, но поддерживал связь онлайн. Анурадха, как его ближайшая соратница, взяла на себя ответственность донести важную информацию до аудитории. Анурадха Верма подтвердила и уточнила предсказания Аби Ананда о воссоединении России и Украины. Она предсказала, что это произойдет в течение ближайших 10 лет, несмотря на текущий конфликт и напряженные отношения между народами. Она подчеркнула, что исторические и культурные связи между странами слишком сильны, чтобы быть разорваны навсегда. Анурадха также говорила о значительных геополитических изменениях, которые ожидаются в ближайшее десятилетие. По ее словам, часть Украины присоединится к Западу и пойдет по своему историческому пути. Это разделение приведет к формированию новых политических и экономических блоков, что повлияет на весь мир. Важной частью ее визита стало объяснение астрологических циклов, которые влияют на события в мире. Анурадха указала на влияние Сатурна и Марса, что создает напряженность и нестабильность в глобальной политике. Анурадха Верма подтвердила предсказание Абу Ананда о мощном конфликте на Ближнем Востоке, который уже разворачивается. Она указала, что это противостояние было неизбежным и является частью глобальных перемен, связанных с положениями звезд и планет. Анурадха Верма предсказала, что конфликт между Россией и Украиной завершится к концу 2024 года. Она подчеркнула, что после этого наступит период небывалого подъема и процветания для России. Это время будет ознаменовано значительными экономическими и политическими достижениями. Особое внимание Анурадха уделила предсказанию крупных природных катаклизмов, которые затронут Канаду, Африку и Америку. Эти события, как она говорила, будут связаны с водой и приведут к значительным изменениям на Земле. Анурадха Верма также предсказала, что между 2028 и 2030 годами начнется американо-китайский конфликт. Это противостояние будет иметь серьезные последствия для глобальной политики и экономики. Однако она выразила надежду, что мир сможет найти пути к разрешению этих конфликтов через диалог и сотрудничество. Известный индийский астролог Аби Ананд завоевал репутацию точными предсказаниями, которые неоднократно подтверждались событиями. Одним из его наиболее резонансных пророчеств стало предсказание конфликта между Израилем и Палестиной. И он предупреждал, что на Ближнем Востоке назревает серьезное противостояние, которое вскоре перерастет в крупный конфликт. В своих прогнозах он основывался на положениях звезд и исторических циклах, указывая на высокую вероятность эскалации напряженности в этом регионе. События, развернувшиеся в последние месяцы, подтвердили точность предсказания Аби Ананда. Конфликт между Израилем и Палестиной действительно обострился, достигнув масштабов, которые трудно было предвидеть без глубокого анализа и понимания динамики региональных и глобальных процессов.
В течение прошлого года наблюдалось постепенное увеличение напряженности между израильтянами и палестинцами. Периодические вспышки насилия, связанные с различными политическими и религиозными конфликтами, предвещали возможное начало более крупного противостояния. И в 2024 году ситуация ухудшилась. Начались активные военные действия, которые включали и ракетные обстрелы, и авиаудары с обеих сторон. Гражданское население оказалось в эпицентре конфликта, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям. Международное сообщество не осталось в стороне. Организация Объединенных Наций и лидеры ведущих стран мира призывали к немедленному прекращению огня и поиску мирных решений. Тем не менее, конфликт продолжает набирать обороты, и его последствия становятся все более ощутимыми. Аби Анан в своих предсказаниях опирался на астрологические аспекты, связывая их с историческими циклами и тенденциями. Поэтому он указывал на определенные конфигурации планет, которые всегда сопровождались крупными конфликтами и изменениями в глобальной политике. Пророчества Абинанда о конфликте между Израилем и Палестиной оказали значительное влияние на восприятие ситуации как внутри региона, так и за его пределами. Они способствовали осознанию необходимости более глубокого понимания корней конфликта и поиска долгосрочных решений. Пророчества Абинанда привлекли внимание к проблемам региона и стимулировали обсуждение возможных путей их решения. Это способствует повышению осведомленности общественности о сложных вопросах ближневосточной политики. Пророчества также побудили международное сообщество к более активному участию в поиске мирных решений. Лидеры стран и международные организации усиленно работают над созданием условий для мирных переговоров и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Анурадха Верма, известный индийский астролог, в своих пророчествах уделила особое внимание и будущему Украины. Согласно ее предсказаниям, Украина не станет частью НАТО, несмотря на стремления и усилия некоторых политических сил в стране. Она утверждает, что Запад использует Украину в своих геополитических играх, чтобы ослабить позиции России на мировой арене. Анурадха Верма видит, что западные страны, особенно США и их союзники по НАТО, будут продолжать оказывать давление на Россию через украинский конфликт. Они намерены использовать Украину как инструмент своей стратегии, направленной на сдерживание и ослабление Москвы. Украина, по мнению Вермы, станет ареной для противостояния между Западом и Россией, но в конечном итоге не получит долгожданного членства в НАТО. Проблемы Украины не ограничиваются внешними факторами. Анурадха Верма предсказывает, что страна столкнется с внутренними трудностями, включая политическую нестабильность и экономические проблемы. Эти факторы будут препятствовать интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз. Невозможность вступления в альянс и экономические трудности могут привести к разочарованию среди населения и политических элит. Анурадха Верма видит, что конфликт между Россией и Украиной не будет продолжаться вечно. По ее прогнозам, в ближайшие годы стороны найдут способ разрешить свои разногласия и восстановить отношения. Верма утверждает, что рано или поздно конфликт будет исчерпан мирным путем. Она видит, что обе стороны осознают бессмысленность продолжения военных действий и придут к столу переговоров. Дипломатические усилия и международное посредничество сыграют ключевую роль в достижении мирного соглашения. После окончания конфликта Россия и Украина начнут постепенно восстанавливать свои отношения. Анурадха Верма предсказывает, что экономическое сотрудничество станет одним из главных факторов нормализации. Общие экономические интересы и совместные проекты в области энергетики, инфраструктуры и торговли помогут странам наладить взаимодействие.
Верма также отмечает, что восстановление отношений между Россией и Украиной положительно скажется на региональной стабильности и безопасности. Уменьшение напряженности и стабилизация ситуации в регионе приведет к улучшению экономических условий и привлечению иностранных инвестиций. Это, в свою очередь, будет способствовать росту и развитию обеих стран. Также она предсказывает, что в долгосрочной перспективе Россия и Украина смогут достичь высокого уровня сотрудничества и взаимопонимания. Воссоединение Украины с Россией, пусть и частичное, приведет к созданию мощного экономического и политического союза. Этот союз станет значимым игроком на мировой арене, способным противостоять внешним вызовам и влияниям. Успешное восстановление отношений между Россией и Украиной может стать примером для других стран, находящихся в состоянии конфликта. Анурадха Верма считает, что мирное урегулирование и сотрудничество способны превратить бывших врагов в партнеров, что будет способствовать укреплению глобальной стабильности и безопасности. Согласно прогнозам астрологов, до 2024 года мы можем ожидать значительных экономических и военных изменений в мире. Периоды, когда Сатурн и Марс взаимодействуют в напряженных аспектах, будут характеризоваться повышенной активностью на международной арене. Влияние Сатурна может привести к пересмотру экономических стратегий, усилению финансового контроля и введению строгих мер регулирования. Возможно, мы увидим значительные экономические реформы и изменения в глобальной торговле. Страны будут стремиться к созданию более устойчивых экономических систем, что может привести к временным кризисам и нестабильности. Усиление влияния Марса может спровоцировать и рост военной активности и конфликтов. Региональные противостояния могут обостриться, и некоторые страны могут пойти на радикальные шаги для защиты своих интересов. Вероятность военных столкновений будет особенно высокой в зонах геополитической напряженности. Вообще, вторая половина 2024 года будет переломным для многих западных стран. На фоне глобальных изменений, экономического кризиса и геополитических сдвигов влияние на простых людей становится все более ощутимым. Западные страны сталкиваются с серьезными экономическими вызовами, обусловленными рядом факторов, и к ним относится постпандемическое восстановление, которое идет медленнее, чем ожидалось изначально. Далее происходит рост инфляции, вызванный перебоями в цепочках поставок и повышением цен на энергоносители, усиление и экономических санкций и торговых войн, что также оказывает негативное влияние на экономику. Для простых людей экономический кризис проявляется в ряде негативных последствий. Повышение цен на продукты питания, энергию и жилье приводит к снижению покупательной способности населения. Многие семьи вынуждены будут пересматривать свои бюджеты и отказываться от некоторых привычных трат. Закрытие предприятий и сокращение рабочих мест становятся все более частыми явлениями. Многие люди оказываются в поисках новой работы, сталкиваясь с трудностями на рынке труда. Сокращение государственных программ поддержки, снижение пенсий и пособий также бьет по карманам простых граждан. С начала конфликта на Украине и в 2024 году западные страны играли ключевую роль в предоставлении военной, финансовой и гуманитарной помощи. Да, этот вклад помогал Украине удерживать свои позиции и бороться с внешней агрессией. Однако, вторая половина 2024 года станет, когда произойдут значительные изменения в этом направлении. Снижение экономической стабильности и внутренняя политическая напряженность могут привести к постепенному отступлению западных стран от активной помощи Украине. Многие западные страны уже сейчас сталкиваются с необходимостью сосредоточиться на решении внутренних экономических проблем. Это может привести к сокращению финансовой помощи Украине, так как приоритет будет отдан поддержке собственного населения. Внутриполитическая напряженность и рост популизма могут привести и к изменению внешнеполитического курса.
новые лидеры могут принять решение об уменьшении военной и дипломатической поддержки Украины. Протяженность и затяжной характер конфликта на Украине могут вызвать усталость у западных стран, что также приведет к уменьшению их участия. Для Украины такое изменение может означать необходимость адаптации к новым условиям и поиску альтернативных источников поддержки. В этом контексте возможно углубление сотрудничества с другими странами и регионами, такими как Китай и Ближний Восток. Далее, конфликт между США и Китаем давно рассматривается как одна из главных угроз глобальной стабильности. В период с 2028 по 2030 год напряженность между этими двумя мировыми державами может перерасти в открытое противостояние, которое окажет существенное влияние на мировое сообщество и геополитическую ситуацию. США и Китай на протяжении последних десятилетий ведут ожесточенную экономическую борьбу за мировое лидерство. Ключевые аспекты этого соперничества включают борьба за господство в области высоких технологий, такие как искусственный интеллект, квантовые вычисления и 5G-сети. Введение взаимных тарифов и торговых ограничений, что также усиливает экономическое напряжение. Соперничество за контроль над международными финансовыми институтами и резервными валютами. Политические амбиции обеих стран также играют важную роль в нарастании конфликта. Китай стремится установить доминирующее влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что и вызывает обеспокоенность США и их союзников. Усиление военного присутствия Китая в Южно-Китайском море и ответные меры США по укреплению своих позиций в регионе. Идеологические различия между демократическими ценностями США и авторитарной системой Китая также способствуют росту напряженности. Обе страны стремятся продвигать свои модели управления и влиять на политические процессы в других государствах. Поэтому в период с 2028 по 2030 годы возможен ряд событий, которые могут привести к открытым столкновениям. Это и усиление санкций и ответных мер, что может серьезно подорвать экономические связи и привести к более агрессивным действиям. Провокации и военные инциденты в спорных водах могут стать спусковым крючком для конфликта. Также происходит уже сейчас усиление кибератак и информационной войны. Все это может усугубить ситуацию и вызвать взаимные обвинения. Поэтому на сегодняшний день открытый конфликт между США и Китаем может привести к широкомасштабным военным действиям. Конфликт может перерасти в региональные войны, затрагивающие не только Азию, но уже и другие части мира. Усиление военной активности может привести к распространению оружия массового поражения и увеличению риска ядерных инцидентов. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы надеемся, что вам было интересно узнать о новом предсказании индийского астролога Анурадхи Вермы. Ее прогнозы всегда вызывают большой интерес и дают нам возможность задуматься о будущем. Если вам понравилось это видео, поставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски с интересными прогнозами и астрологическими предсказаниями. Делитесь своими мыслями и мнениями в комментариях. Нам важно знать, что вы думаете о предсказаниях Анурадхи Вермы и как они могут повлиять на вашу жизнь. Благодарим за просмотр, друзья, и до новых встреч!